Все случайное не случайно. Погадаем? Нет, друзья, сегодня мы не будем с вами раскидывать карты или всматриваться в причудливые силуэты кофейной гущи. Просто возьмем с полочки книгу. Именно книга поможет ответить на все наши вопросы. Как только человечество изобрело письменность, люди стали использовать для письма буквально все, на чем можно было писать. Это и камни, и кора деревьев, и глиняные дощечки, свитки папируса, восковые таблички. Позже для этих целей использовалась уже ткань, металлические листы, пергамент и, наконец, бумага. С тех пор гадание по книге стало одной из самых популярных магических забав. Ведь оно невероятно простое и чрезвычайно интересное. Литературное гадание основано на принципе случайного выбора цитаты из книги. Вы, конечно, спросите, а разве можно верить выбранному наугад? Разумеется, ведь в подобном выборе скрыт глубокий смысл. Подумайте сами, ведь вы почему-то остановились именно на этой фразе, именно на этой странице и именно на этой книге. Все случайное не случайно. А в незапамятные времена люди использовали специальные гадательные книги авторов из Византии, Западной Европы и стран Востока. Друзья, мы сегодня не рекомендуем вам подобный список литературы. Проверено. Лучше всего остановить свой выбор на книге, которая много значит лично для вас или как-то связана с вашими теперешними мироощущениями и вашим настроением. Замечательно подходят для гадания книги японских хаку, рубаи Амара Хаяма, сборники афоризмов. В них мысли выражены кратко и емко, и вам не придется ломать голову над трактовкой предсказания. От себя лично хочу сказать, что огромное наслаждение и почти стопроцентное попадание в яблочко я получаю от гадания по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». А Федор Михайлович Достоевский частенько гадал по Евангелию, подаренному ему женами декабристов. Итак, друзья, начнем. Сперва вам нужно осмотреть выбранную книгу. Если в ней имеется предисловие или послесловие, можно учесть это при выборе страниц. Далее надо предельно четко сформулировать интересующий вас вопрос. Закрыть глаза и, перелистывая книгу, наугад укажите на любую страницу. То, что вы на ней прочтете, будет ответом на ваш вопрос и предсказание. Гадать вы можете вдвоем, втроем и даже в компании. Вы знаете, пожалуй, это один из таких немногих видов гадания, не нуждающийся в тишине и уединении. Можно попросить вашего друга или товарища придумать даже номер страницы и строки книги. А если вы задали вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», выберите, ткнув наугад страницу и сложите все цифры. Если в сумме получилось четное число, ответ положительный. Однако, как и у всякого магического действия, у гадания по книге, знаете, тоже есть свои обычаи и непреложные правила. Нельзя сквернословить, нельзя задавать заведомо риторические вопросы и никогда не задавайте один и тот же вопрос дважды. Судьба не любит, когда ее искушают. И часто, гадая по книге, мы получаем ответы не в прямой, а в аллегорической форме. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы дать ей верное толкование. И здесь именно вам поможет ваша интуиция, ведь именно она привела вас к этим строкам. А любое гадание, знаете и помните, это управление вероятностями.
А секрет гадания по книге заключается в том, чтобы правильно уловить контекст, предсказания, сделать нужные выводы и при этом получить удовольствие. Будьте благополучны и счастливы. С вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя.